Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о странных обстоятельствах и неслучайных совпадениях природной аномалии в Турции. В ночь с 5 на 6 февраля 2023 года на территории Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло первое сильнейшее землетрясение. В этот же день, спустя 9 часов, были зарегистрированы повторные толчки, повлекшие за собой не менее разрушительные последствия. Казалось бы, все случившееся вполне объяснимо, а виновных в природных катаклизмах быть не может. Однако многие обстоятельства, сопровождающие землетрясение в Турции, очень странные. Кроме того, как выяснилось позже, данное событие было предсказано 3 днями ранее. По официальной версии, все, что произошло в Турции с 5 на 6 февраля 2023 года, вызвано природным явлением. Страна расположена в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Район, в котором начались подземные толчки, находится на пересечении 3 тектонических плит. Движение плит создает давление на зоны разломов между ними. Внезапный выброс накопленной энергии этого давления вызывает землетрясение. Если террористические акты еще могут вызвать сомнения о том, что это дело рук не одного обезумевшего человека или группы людей, а тщательно спланированное на высшем уровне мероприятие, то в случае с природными аномалиями подобных мыслей практически ни у кого не возникает. В таких ситуациях обычно не ищут виноватых, списывая все на неудачное стечение обстоятельств. По факту же технологии, позволяющие управлять погодой и природными явлениями, существуют уже не один год. Странные обстоятельства произошедшего в Турции начинаются с даты, которую сопровождают шестерки. 6 февраля – это первый день 6-й недели года. По лунному календарю это 16-й день. В картах Таро 16 соответствует аркану башня. Эта карта означает несчастье, бедствие или нужду, в частности непредвиденную катастрофу. Сам 2023 год имеет для иллюминатов особое значение. Число 23 называют кодом вызова сатаны, так как при делении 2 на 3 получаем 0,666. Помимо всего прочего, 6 февраля 2023 года было полнолуние. Это время считается самым благоприятным для магических ритуалов. Луна является покровителем темных сил, ночи и мрака. Когда она достигает своего апогея, раскрываются врата между мирами. Представители известного культа стремятся провести оккультные обряды, чтобы задобрить своего рогатого хозяина. В ночь, когда в Турции началось землетрясение, в Лос-Анджелесе проходило вручение музыкальной премии Грэмми. Оно представляло собой настоящий бал сатаны. Есть мнение, что два этих события непосредственно связаны друг с другом. В то время как в Лос-Анджелесе артисты скакали на сцене в костюмах рогатых демонов и показывали кощунственную пародию на тайную вечерю, на другом конце планеты в муках умирали люди. В совокупности же все это представляло собой оккультный обряд с массовым жертвоприношением. Что интересно, в сокращенной гематрии словам Турция и Лос-Анджелес соответствует число 37. При этом координаты эпицентра землетрясения 37 градусов северной широты и 37 градусов восточной долготы. 6 февраля же является 37-м днем года по григорианскому календарю. Многие связывают произошедшее в Турции с мировой обстановкой и позицией этой страны по актуальным политическим вопросам. В частности, Турция не прекращает дипломатические отношения с Россией и выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Все это вызывает явное недовольство Америки. Таким образом, мощный природный катаклизм позволит Западу надолго отвлечь Турцию от внешнеполитических вопросов. Близость же к президентским выборам предоставляет прекрасный шанс заменить Эрдогана кем-нибудь позговорчивее. Однако эта теория имеет место быть лишь в том случае, если рассматривать политику как объективно существующую систему. По факту же все мировые события координируются из единого центра, а противостояние руководителей стран является не более чем спектаклем для простых людей. С учетом этого можно сделать вывод, что землетрясения в Турции были искусственного происхождения, но при этом они не имеют никакого отношения к борьбе с Западом. На месте Турции легко могла оказаться любая другая страна. Истинная же цель состоит в массовом сборе гаваха, который подпитывает сущности из нижних миров. Это было достигнуто сполна, ведь число пострадавших в Турции и Сирии исчисляется десятками тысяч. Кроме того, после разрушения домов многие люди остались без крова. О том, что готовится в Турции, представители мировых элит знали заранее.
27 января 2023 года американское посольство в этой стране выпустило предупреждение о том, что безопасность здесь под угрозой. Вскоре аналогичные заявления сделали европейские приспешники США. Накануне произошедшего в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Позже в сети всплыло имя ученого-сейсмолога из Голландии Фрэнка Хугербитса, который за 3 дня до событий в Турции предсказал их. Прогноз, в котором точно указаны место и сила землетрясения, был размещен в Твиттере. Свой пост голландец сопроводил картой, на которой указал место, где конкретно ожидается катаклизм. Как выяснилось позже, предсказание сбылось с абсолютной точностью. Очень символично время публикации поста. В нем целых 3 раза встречается число 23. Как уже говорилось ранее, оно является так называемым кодом вызова сатаны, так как при делении 2 на 3 получаем 0,666 тысячных. Вряд ли ученому удалось случайно опубликовать свой пост именно в этот момент. В своих исследованиях Фрэнк Хугербитс якобы опирался на теорию выравнивания планет. О вероятности и масштабе того или иного сейсмического события он судит, анализируя расположение планет и Луны. Небесные тела образуют определенные фигуры, которые позволяют сделать выводы на ближайшее будущее. Особая компьютерная программа ищет в нынешних фигурах сходство с теми, которые выстраивались раньше во время сильных катаклизмов, и сигнализирует о надвигающейся опасности. Однако вполне возможно, что Фрэнк Хугербитс являлся лишь ретранслятором планов иллюминатов, ведь по законам Вселенной они обязаны предупредить о том, что собираются воплотить в жизнь. Сообщение о готовящемся катаклизме было во всеобщем доступе, а то, что никто не обратил на него внимания, не отменяет факта предупреждения. Что касается того, каким образом теневым правителям мира удалось подчинить себе природные стихии и вызвать подземные толчки, сделать это можно было с помощью системы HAARP. Она представляет собой магнитогидродинамический генератор, который посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы. За секунды до сильных толчков в Турции многие местные жители видели короткие вспышки света, напоминающие северное сияние, что является одним из подтверждений этой теории. Таким образом, недавние события в Турции сопровождают множество странных совпадений. Все это дает основание предположить, что вызваны они искусственным образом. Сейчас эта версия обсуждается даже в официальных турецких СМИ. Если же данный факт каким-то образом будет доказан, мир может оказаться на пороге очередного глобального конфликта. Все это в очередной раз будет способствовать реализации главного принципа иллюминатов – «разделяй и властвуй». Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.